Привет, друзья! Замечательная задачка, вряд ли кто из вас ее решит, по крайней мере, решат единицы, хотя очень простая. В треугольнике в неравнобедренном проведена медиана, зная углы 50 и 40, найти вот этот правый красный угол, я назвал его альфа. Ну, я отмечу, что АБ не равно БС и Б медиана. АБ не равно БС, и нам предстоит найти угол С. Вот здесь он находится. Вот это угол альфа. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, а сейчас мы посмотрим, скажем, откуда она взялась. Несколько дней назад на канале «Математика и фокусы» автор канала Петр Земсков, вам всем известно, я думаю, рассмотрел эту задачу в общем виде, и он сказал, что если углы, указанные в сумме, дают 90 градусов, то треугольник прямоугольный. Вот это нужно было доказать. Однако почему-то задача набрала небольшое количество просмотров. На сегодняшний день там это 5000, а канал-то миллионник. Мне стало обидно за эту задачу. Я решил ее рассмотреть тоже. Вот такой частный случай, когда углы 50 и 40 градусов. Итак, если в прямоугольном треугольнике, это задача номер 1, провести медиану, то она равна половине гипотенузы. Это всем известно. Вот. Тогда медиана разбивает прямоугольный треугольник на два равнобедренных. Так как углы при основании равнобедренного треугольника равны, то синие углы равны и красные углы равны. Верно? Верно. Но вот нижний синий и нижний красный – это же острые углы прямоугольного треугольника. Они в сумме дают 90 градусов. Ну, тогда вот этот угол 1 и вот этот угол 2 тоже дают 90 градусов. Тогда угол 1 плюс угол 2 – 90. То есть, если треугольник прямоугольный, возникает вопрос, а если неизвестно, какой треугольник, просто сказано, дан какой-то неравнобедренный треугольник, проведена медиана, и в нем оказалось, что угол 1 и угол 2 в сумме дают 90 градусов. Угол 2. Будет ли треугольник обязательно прямоугольным? Оказывается, да, будет, можно доказать, это мы докажем и решим тогда нашу задачу. То есть здесь фактически нужно выяснить, прямоугольный ли треугольник. Вот задача номер 1 и номер 2 такие взаимообратные задачи. Иногда обратные задачи очень сложны. Итак, способ Петра Земского можете посмотреть сами, если хотите. Он красивый, замечательный, сводится к вписанному четырехугольнику. А я покажу свой способ. Посмотрите, что мы сделаем. Около любого треугольника можно описать окружность. Согласны? Вот так. Описываю окружность. По-прежнему скажем, что угол С мы ищем. И я продолжу медиану до пересечения с окружностью. В некоторой точке B1. Теперь я проведу хордочку. Какую? Ну, B1A. И что получится? Получится, что вот этот вписанный угол равен вот этому вписанному углу, поскольку они опираются на одну и ту же дугу. А вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны между собой. Этот уголок 40 градусов. Угол B1AC 40 градусов. Мне удалось сблизить эти углы. Получается, что 40 и 50 – 90, значит, угол BAB1 прямой 90 градусов. Вот, прямой угол. А прямой вписанный угол опирается на диаметр. BB1 – это диаметр. Я запишу его жирным и черным. Скажу, вот это, оказывается, диаметр нашей окружности. Ну, и задача почти решена. Нужно найти центр этой окружности или середину этого диаметра. Вот как? Это все навевает нас на необходимость провести серединный перпендикуляр к стороне АС. Именно на серединных перпендикулярах, в их пересечении, и находится центр описанной окружности. Посмотрите, что я сделаю. Я проведу вот этот серединный перпендикуляр. Криво идет, нет? Или ровно? Ну, будем считать, что ровно. КК1. Вот КК1 – это серединный перпендикуляр к АС. Вот. КК1 – серединный перпендикуляр хорде АС. Ну, а мы знаем, что серединный перпендикуляр к хорде проходит через центр. Все это знают. Посмотрите. Если взять любую хорду, вот пусть это будет АС,
и провести к ней серединный перпендикуляр. Он обязательно пройдет через центр, потому что серединный перпендикуляр – геометрическое место точек, равно удаленных от концов отрезка. То есть все точки, равно удаленные от концов хорды АС, в том числе и центр окружности, он же равно удален от концов этого отрезка, будет лежать на этом серединном перпендикуляре. Вот я провел серединный перпендикуляр. Таким образом, К1 будет диаметр. Это диаметр. Я здесь напишу у себя, что К1 будет диаметр. Это будет диаметр, и два диаметра пересекаются в центре. Оказывается, М – это центр окружности. Все, М – это центр окружности. Ну, иногда пишут М, 3 черточки равно О. Я не буду выдумывать, скажу центр окружности. Ну, раз это центр окружности, М – центр окружности, то АС тоже диаметр. Верно? Верно. Скажу вот сюда, что АС тоже диаметр. А вписанный угол, опирающийся на диаметр, прямой. Угол АБС 90 градусов. И тогда медиана теперь уже в прямоугольном треугольнике равна половине гипотенузы. То есть БМ будет равно МС. Тогда вот этот треугольник будет равнобедренным. БМС равнобедренный. И угол С будет равен 40 градусам. Ответ 40 градусов, задача решена. Ну что ж, попробуйте вы решить эту задачу. Буду с радостью наблюдать ваше решение. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.